Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Бэрон и Дилан выходят из машины, когда она не заводится и думает, что делать, Бэрон смотрит на аккумулятор, чтобы решить проблему. Затем, когда они понимают, что кабель аккумулятора сломан, они хватают телефон, чтобы позвать на помощь. Когда телефоны выходят из строя, Дилан паникует, и они спорят, а Бэрон убеждает его успокоиться. Баран сказал: «Я видел по дороге сюда хижину, может, там кто-то есть, нам нужно пройти еще немного, может, они нам помогут», и они пошли к ней. Господин Кудрет идет к тому месту, где в последний раз видели Гэжу Хаджер, показывает ее фотографию прохожим и спрашивает, знают ли они эту женщину. Госпожа Хаджер проходит мимо них в парике и прячется в доме. Берфин же думает о том времени, когда Акиф признался ей в любви, и о том, как он ответил ей позже. Пока он думает о том, как его крепко обняли, когда он пришел навстречу, и как все были рады этому обещанию, он вспоминает слова Селин и грустит, говоря: «Боже, что мне делать? Пожалуйста, помоги мне». Дилан и Баран идут рука об руку и в конце концов приходят к хижине, о которой упоминал Баран, и стучат в дверь, но когда никто не отвечает, они открывают дверь и кричат, спрашивая, есть ли здесь кто-нибудь, но понимают, что никого нет. Госпожа Ипек и Айхан возвращаются из магазина, очень счастливые, и идут одеваться, чтобы показать отцу. Затем госпожа Айхан отправляет Акифа одеться и просит его одеться и посмотреть, не нужно ли что-нибудь починить. Когда он идет одеваться, она молится: «О Боже, не оставляй свою радость позади». Пока Дилан настаивает на том, что нам нужно как можно скорее вернуться в особняк, внезапно начинается дождь. Бэрон, с другой стороны, хочет использовать этот момент одиночества с романтикой. Когда Дилан убеждается и пытается зарядить свой телефон, он понимает, что он разряжен, и они немедленно звонят людям в особняке и сообщают им. Когда приходят новости, все в особняке чувствуют себя непринужденно. Пока Айхан и госпожа Айхан готовили стол к ужину, раздается звонок в дверь, и это Селин. Он приходит и сначала спрашивает об Ипеке. Когда она говорит ему, что они учатся в ее комнате, он протягивает ей файл и говорит: «Я все равно собирался поговорить с тобой, я открыл дело об опеке, я хочу, чтобы моя дочь была с тобой. Мне точка». Они спорят с Акифом: «Где ты был все это время? Если ты не должен был позволить ему расти без матери, ты слишком много думаешь». Ипек слышит эти разговоры в комнате и расстраивается. Когда Акиф говорит, что «я не позволю вам втянуть мою дочь в этот конфликт», Селин отвечает, что никто не спрашивает вашего разрешения. Дилан и Бэрон находят что-нибудь поесть и выпить и начинают готовиться, чтобы набить желудки. Дилан готовит искусственную пиццу и ставит ее на плиту. Затем Бэрон помогает Дилану, чтобы я мог приготовить стол. Госпожа Хасиби помнит, что позвонит Гэже Хаджер, как только та закончит работу на кухне, и позвонит. Госпожа Хаджер говорит себе: нет возможности сдаваться. «Хаджер, ты не оставишь кровь своего сына на земле». Старого хитрого Хаджера больше нет. Хасиби звонит ему и сообщает, что Баран и Дилан заперты в хижине, указывает местонахождение хижины и что они одни. В этот момент, когда приходит Тугба, он делает вид, что разговаривает с кем-то другим, и вешает трубку. Хаджер тут же звонит Нуману и говорит, что у нас есть прекрасная возможность, я скажу ему, что делать. Когда Берфин приходит к Мирану и Миран рассказывает ему о Диларе, Берфин думает о том, как ты выросла, и любит его. Затем Берфин берет фотографию Дилары, нарисованную Мираном, и отправляет ее Дилану. Он отправляет сообщение: «Дилан, познакомься со своей невестой, Миран женится на ней, когда она вырастет». Когда Бэрон сказал, что ему очень понравилась фальшивая пицца Дилана, Дилан сказал: «Теперь ты к ней привыкаешь, но если я не услышу ее в будущем, я расстроюсь», — сказал Бэрон. «Не волнуйся. Не будет времени, когда я не скажу тебе хороших слов». Увидев сообщение Дилана Берфина, Баран Аслан говорит: «Мой сын, тот же отец, показывает свое искусство ради девушки, которую он любит». Когда Дилан спрашивает Дилару, что если наш сын ее расстроит, а Бэрон говорит, что она ведет себя как свекровь, Дилан злится на Бэрона.
Дилан говорит, что вы никогда не увидите мать, желающую счастья своему сыну, и свекровь, которая завидует невестке. Когда Бэрон раздражает его, Дилан наказывает его, говоря, что ты помоешь посуду и помоешь кофе. Селин говорит, я сказала тебе, что скажу, я заберу у тебя Ипек, и уходит. Госпожа Айхан спрашивает, что ты хочешь сделать. Ты оставил меня много лет назад, ты делаешь это, чтобы нарушить наш покой. Это очевидно. Когда Селин говорит, что нельзя разлучить мать с ее ребенком, госпожа Айхан говорит, пусть это будет хорошо для меня, я защищу своего ребенка от вас. Когда Дилан говорит о силе своих чувств, а Бэрон хочет включить музыку и пригласить его потанцевать, Дилан удивляется и говорит, я немного устал. Он говорит, будь здоров, я понесу тебя, берет Дилан на руки и заставляет ее танцевать, наступая ей на ноги. Они помнят, как вернулись с грани развода, насколько сильной была их любовь и время, когда Бэрон сделал предложение жениться. На своей свадьбе они помнят, что Баран сказал этому танцу и всем танцам после него, пожалуйста, Дилан Коробей, и что Дилан навсегда сказала, да, Баран Коробей, и они продолжают танцевать с любовью. Пока Берфин смотрел на фотографии Акифа и Ипека, размышляя о том, что делать и задаваясь вопросом, стали ли они целыми, задаваясь вопросом, не стоит ли нам стать немного меньше, Акиф позвонил и сказал, я хотел услышать твой голос. Когда Берфин спрашивает, все ли в порядке, Акиф говорит, что все в порядке, есть всего несколько мелочей, Акиф говорит, что ты плохо говоришь. Когда Берфин сказал, думаю, я немного расчувствовался, когда он подошел ко мне, Акиф ответил, вы правы. Когда Берфин спрашивает, звучит ли твой голос плохо, Акиф отвечает, что нет ничего. Затем Акиф приходит к Ипек, видит, что она в плохом настроении, и спрашивает, что случилось. Когда Силк спрашивает, ты не отдашь меня моей матери, да, папа, Акиф говорит, ты моя кровь и моя жизнь, я не отдам ее тебе. Когда Ипек улыбается и спрашивает, правда, Акиф рассказывает о ее детстве и объясняет, что не может отказаться от нее, и обнимает ее, говоря, ты моя удача, моя надежда, чтобы я делал без тебя, моя милый. Обнимая тебя, он ласкает твою спину, говоря, я не оставлю тебя, даже если умру. Госпожа Азадия и господин Кудрет очень жалеют Берфин и пытаются думать с ее точки зрения, думая, что она похожа на птицу со сломанным крылом. Когда Берфин приходит к ним за зарядным кабелем, они говорят, приходите, посидите немного. Мисс Азади говорит, что до вашей свадьбы осталось очень мало времени, мы поговорили с вашим дядей, не волнуйтесь ни о чем, мы проведем вашу свадьбу в лучшем виде, не волнуйтесь. Когда господин Кудрет говорит, что никто не может заменить ваших родителей, но мы здесь, мы никогда не оставим вас в покое, Берфин расстраивается и обнимает Гэжу Азади, говоря вам большое спасибо, я рад, что вы у меня есть. Дилан заваривает чай из растений, которые они собирают в лесу, и приносит им. В это время Дилан получает некоторую информацию об особняке от агента по недвижимости в Мардине и хочет ее просмотреть. Когда ему нравятся некоторые из них, и он показывает их Барану, Баран находит повод не любить каждого из них. Дилан говорит, что мы не можем ничего тебе понравить, лучше мне решить. Когда Баран говорит, что ты не сдашься, Дилан спрашивает, когда ты видел, чтобы я сдавался. Баран говорит, когда у праведника такое козлиное упрямство. Дилан ругает его, тебе следует подложить в эту печь дров, она вообще плохо горит. Акиф звонит своему другу-юристу и хочет узнать, сможет ли он взять это у меня. Когда адвокат говорит, не волнуйтесь, Ипек теперь старше, она может принять собственное решение. Вопрос Берфина не представляет угрозы, даже если она выдвинет его, она ничего не добьется, будьте осторожны. Спокойно, Акиф немного расслабляется. Дилан засыпает, а когда просыпается, он не может найти с собой Барана. Он видит тень снаружи, берет дрова и бросает их в Барана, который входит в дверь. Когда Бэрон Дилан спрашивает, что ты делаешь? Я пошел за дровами, Дилан спрашивает, почему ты ушел, не предупредив его, Бэрон говорит, ты спал, я не хотел тебя будить. Утром Бэрон и Дилан обнимаются и засыпают. Когда Дилан говорит, что ему холодно, Бэрон крепко обнимает его и говорит, сейчас я тебя согрею. Когда он понимает, что дождь прекратился, Бэрон говорит, что мы можем идти.
Когда Дилан спрашивает, можем ли мы остаться здесь еще немного, Бэрон говорит, если хочешь, разве это невозможно? Берфин приходит на могилу Тарика и говорит, что очень скучает по нему. Есть человек, который меня очень любит, но мое прошлое не дает мне покоя, я не хочу их разлучать, не могу разлучить отца и дочь, даже если. Я знаю, что буду страдать, возможно, это последняя цена, которую мне придется заплатить. Пока Дилан одевается, она видит записку Барана и деньги на ней. Когда она смотрит на нее, она видит, что они воспользовались хижиной, и есть записка с благодарностью ей за это. Она находит добрую мысль Барана очень значимой и говорит, «Ты напоминаешь мне, что добро все еще существует». Бэрон говорит, «Я научился добру от тебя, Дилан. Я был бы не против, если бы ты не выразил мою благодарность этому прекрасному дому». Когда Дилан говорит, «Я рад, что ты со мной, я твоя жена, я самая счастливая женщина в мире», говорит Бэрон, «На самом деле я самый счастливый человек в мире, потому что я влюблен в самую замечательную женщину в мире, пойдем». Пока Берфин возвращалась с кладбища, госпожа Хаджер прыгнула перед ней и обняла ее, сказав, «Я так скучаю по тебе», в то время как Берфин отталкивал и отстранялся, «Не трогай меня, я не твоя дочь, я бы кто-нибудь испортит жизнь ее дочери и рассердится». Госпожа Хаджер говорит, «Я не знала, я поддалась своим амбициям и очень сожалею об этом. Мне очень жаль, последнее сожаление бесполезно. Мой брат мертв, моя тетя мертва, и когда я говорю, через что прошли все эти люди, госпожа Хаджер очень сожалеет, но мне нужно однажды увидеть своего внука, мне приходится вдыхать его запах. Он снова обнимает меня, чтобы я могла в последний раз увидеть внука». Пока Нуман занят машиной Барана, Баран и Дилан идут к машине и говорят о том, что этот несчастный случай не так уж и плох. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.